Представители знака зодиака Овен, приветствую вас, мои дорогие, на канале Таро Испирационе. Таро гороскоп, прогноз на неделю с 20 по 26 ноября. Подумать только, уже 20 ноября, мои дорогие, правда. Мне казалось, еще вчера был август. На самом деле время просто мчится. Ладно, давайте сделаем с вами расклад. И, конечно, будем реалистами, потому что любой таро-прогноз носит общий информационный характер, а у каждого из нас личная история. Вот что вам хотят сказать карты, мои дорогие. Победители Овны, императора, императрицы. Карта победителя вам так и выпадает. Какая-то значимая, знаковая неделя, что-то у вас получится. Но помимо того, что победитель на коне нам показан, победитель всегда изображен в картах Таро почему-то с уставшим лицом. И правда, он знает цену победе. Он знает, что вот эта толпа, которая сегодня рукоплещет или восторгается, она завтра может легко изменить мнение. Поэтому карта имеет значение. Сохраняй все то, чего ты достиг. Не рискуй собой. И имей в виду, что где-то общество, окружение может быть переменчивым, но это никаким образом не должно отразиться на твоих планах, на твоем успехе или на твоем статусе. Вот как-то так. Ладно. Пояснили. Давайте пойдем дальше. Первую карту мы с вами узнаем, что важно знать, или важное событие, что будет в приоритете для вас, для вашего знака зодиака с 20 по 26 ноября. Итак, что важно знать? Достанем вторую карту, чего не избежать или неожиданности, с которыми мы можем столкнуться. Давайте, чему сейчас не время или что может помешать. А что будет помогать? Раз уже что-то мешает, так что-то же помогать должно, правда? Достанем карту, что скрыто. Может быть, от нас что-то скрывают. Ну, может быть, и мы чему-то не придаем значения, а это для нас таки важно. По основным сферам жизни достанем тоже карты. Первая карта у нас дела, работа, бизнес. Любые дела. Даже если вы дома, но все равно же что-то ж вы делаете, чем-то занимаетесь. Тем более ваш знак очень деятельный. Финансовая история на эту неделю, как видят карты. Личная жизнь. И достанем карту совет, подытожим. Итак, что важно знать? Развилка. Ну, видимо, как развилка, так и победа где-то. Двойка жезлов. С одной стороны, достаточно сильная позиция, но вот что-то, видимо, есть такое в центре вашего внимания, когда нужно принимать или важное решение, или однозначный вывод какой-то делать. Или, может быть, два каких-то было вам предложено направление по работе, или вы сами инициировали как смену деятельности, работы, и тоже нужно с чем-то определиться. Есть определенная двойственность. Нам, кстати, карта не говорит, что мы на этой неделе определимся. И карта где-то победителя может тоже свидетельствовать о том, что ты, подожди, ты не торопись. Тебе сейчас самое главное сохранить свои позиции. Может быть, иногда, с одной стороны, жезлы – это всегда уверенность, это сильная позиция. Но есть, опять же, дуальность. Может быть, нам придется где-то одновременно пытаться усидеть на двух стульях. Вполне вероятно. Давайте посмотрим. Может быть, на этой неделе сложно сделать выбор. Правда, так бывает. Мы куда-то не форсируем себя, а потом пару дней, глядишь, прошло, само как-то разобралось и распределилось, и уже и наши действия не нужны, и, может быть, информации больше пришло, и более отчетливо какая-то проблема видна. Ну, давайте мы узнаем неожиданности. Я не могу сказать, что это прям вот неожиданности совсем, старший аркан. И это по судьбе вот то, что мы говорим. Какое-то закономерное стечение событий, не случайные случайности, как будто все имеет какую-то все равно причинно-следственную связь. Но 20-й аркан – это очень добрый аркан. Посмотрите, ангел изображен. И ангел о чем нам? О возрождении, о добре, о том, что какая-то сложная, ситуация в вашей жизни может быть словно паутина, в которой вы запутались. Или, может быть, какое-то деструктивное конкретного человека поведение, которое вас в смятение повергло. Вот это заканчивается, понимаете? И я бы сказала, правда, как по карте победителя, все же удерживаем свои позиции и
Пока никому не даем обещаний, не выносим вердиктов, пока действительно пытаемся и вашим, и нашим быть серым кардиналом. Вот другого как будто не предстоит сделать. А если мы куда-то поторопимся, поспешим, не факт, что у нас получится. И есть такой момент, если как в неожиданностях у нас выпадает карта 20-го старшего аркана, как будто высшие силы сами все расставят по местам. И все случится в свое время. И если даже, мои дорогие овны, правда, была какая-то сложная ситуация, или на начало недели вы находитесь, ну, значит, минимум к концу, уже, как, знаете, свет в конце тоннеля. По крайней мере, будет понятно, для чего это было предназначено, или зачем данные какие-то события произошли, или к чему все это идет, к чему это развивается, каковы перспективы того или иного вопроса, дела. Но тут для вас больше проигрывается со знаком плюс, когда, правда, тут не торопиться нужно, а принимать как будто, ну, дары Вселенной, то, что нам мало того, что помогают высшие силы, ваши ангелы-хранители, так еще и надо увидеть эти возможности и обязательно ими воспользоваться. Чему сейчас не время? Нет ничего такого, чему бы сейчас не время было. С другой стороны, эта девятка кубков, это карта, когда у нас самодостаточность, финансовая стабильность. У нас показан здесь ремесленник, ну не совсем ремесленник, хозяин ресторана, который кубок поднимает за свое здоровье и посетителей. По сути, это одно и то же. То есть есть какое-то взаимодействие. И это когда у нас все под контролем. Не могу сказать, что нам это помешает, но ведь человек показанный, уверенный в себе. Может быть, чему сейчас не время? Быть сейчас себе очень уверенным. Знаете, на самом деле, вот когда мы совершаем ошибки, именно в те моменты, когда мы не оставляем, ну, каких-то альтернативных вариантов, что события могут пойти как-то в кривь, в кось или не так. Мы как будто просчитали и думаем, что вот прямо так все сложится. А вот тут нам говорят нет. Тут могут быть какие-то вариации, и где-то к этому быть готовому. Может быть, карта нам хочет как раз сказать, не торопись с каким-то выбором. Может быть, еще какие-то сведения добавятся. Может быть, помимо как будто двух жезлов появится еще один вариант. И какая-то обстановка для вас прояснится. Сохраняем все то, что у нас есть. В принципе, спокойная неделя. Вот где-то так. И как будто и себя не тормошим, не пришпориваем, ну, наверное, и не ускоряемся искусственно. Хотя если как события извне, да, или обстоятельства к нам приходят, вот тут нужно реагировать. Но искусственно что-то не убыстрять. А что помогает? А вы знаете, тем не менее, по Луне эта неопределенность и есть. И может быть ситуация вот такая, как сквозь пелену, дымку, туман. Может быть, многие вопросы, не один вопрос, не одна тема, а их несколько, когда сложно на этой неделе определиться с чем-то или разобраться. Тем не менее, нам это помогает. Может быть, вы же не можете просчитать каждую свою попытку действий или каждый свой план, какую-то перспективу вы не можете просчитать так или иначе с учетом обстоятельств до мелочей. И вот то, что как будто для нас может выглядеть со знаком минус, тут, скорее всего, может быть со знаком плюс. Или какая-то ситуация для кого-либо патовая, для вас, овны, это может быть какой-то очень значимый, словно либо выход из создавшейся ситуации, либо для кого-то как квантовый скачок с учетом 20-го старшего аркана. Тут что-то вообще сложно запрогнозировать, но тем не менее, вот какая-то неопределенность как будто вам и помогает. По карте Луна, если она выпадает, правда, мы избегаем мест большого скопления людей. Мы не делаем больше одного шага за раз. Мы сами себя бережем. Мы никому ничего не обещаем вообще. И даже если сложилось о тех или иных людях, у нас представление, наше личное мнение, и кто-то нас пытается так вывести на откровенный разговор, вот тут мы откровенных заявлений, обещаний вообще не даем тоже. Где-то больше храним молчание, больше в этот момент или в эту неделю интуиция, мудрость, вот что помогает. Не совсем ваши энергии, но с ними как будто очень полезно взаимодействовать. По крайней мере, с 20 по 26. Давайте посмотрим, а что же скрыто. Нас просто призывают как будто высшие силы сложить оружие и отдохнуть.
привести мысли в порядок. Может быть, у кого-то из вас предыдущий период был достаточно сложный и много усталости накопилось. Тогда карта и говорит, и не только мысли, и тело, дай вообще себе какой-то отдых. Уставшие люди делают ошибки. По четверке мечей есть определенная статика. И карта, кстати, говорит, сколько ты тут не ускоряйся, не форсируй, ты все равно ничего не добьешься. Вот этот период максимально использовать для себя самого. Может быть, сделать то, что длительное время откладывалось. Как будто, если мы говорим, что скрыто, так или иначе какая-то пауза за всем этим стоит. И в эту неделю какой-то, как минимум один вопрос, а может быть и несколько, у нас как будто не получится решить. Вот эта вот двойственность, она, видимо, проигрывается во временной остановке или заминке по тому или иному вопросу. Дела, работа, бизнес. Все равно успех вам обещают. Карта заслуженного успеха. Она тоже выглядит темновато, но это тот успех, который приходит благодаря приложенным усилиям. Это где-то про вас. И дорогу осилит идущий. Это карта мужества отчасти, потому что достаточно должно быть мужества отчалить вот в этой ладье от какого-то привычного берега, от какой-то понятной, может быть, обстановки вокруг и уйти вот в это свободное плавание. По этой карте может проходить смена работы. Для кого-то из вас действительно просто поехать надо, совершить какую-то поездку, чтобы, может быть, в другой местности конкретно выяснить какой-то вопрос. Так тоже может быть. Кто-либо из вас может менять работу на работу удаленную или на фриланс, или на работу, связанную с командировками. Это может проходить та работа, которая раньше ходил в офис, а теперь я хочу вообще как-то вот больше находиться дома. Или наоборот. По этой карте проходит работы, которые с большим объемом информации, с большим количеством людей. Где-то посредством интернет, ну и очень хорошо проигрывается сфера IT. Вот настолько эта карта многогранна на наш успех именно по делам, по работе, по бизнесу, и вам эта карта выпадает. Но это не тот успех, который будет на этой неделе. Эта карта говорит, вот все пусть идет своим чередом, что-то не форсируй. Ладья плывет вместе с прекрасной девой, и такой вот месяц на горизонте показывается. Вот та самая луна, которая вам выпадает и говорит нам карты, что это вам помогает. Вот, видимо, либо вокруг вас обстановка такова, что многие теряются, или многие нервничают, а вы сохраняете спокойствие. Вам даже какой-то, или чей-то, я могу, кстати, такое допустить, у кого-то минус, а для вас это будет плюс. Тут просто нужно быть очень внимательному и себя не торопить. Давайте мы посмотрим, что с деньгами. Могут быть, кстати, согласования в банках или еще какие-то вопросы с банками, с имуществом, с недвижимостью. Кстати, у кого-то переезд может быть, когда вы как купля-продажа недвижимости или планируемая, или по работе что-то. По королю мечей он наиболее удачлив. Дела, работа, бизнес и деньги. Может быть, на деньги. Вот как банкиры, почему я с банков начала, проходят по этой карте, так и высокие чиновники, наша бюрократическая машина, да, любой ранг где-то чиновников, то, что мы что-либо согласовываем. И здесь как раз удачно вот это произойдет. По этой карте также идут еще и узкие специалисты. Если мы говорим нам, что скрыто, предлагают отдохнуть и привести, как и мысли, тело в порядок, у кого-то вопросы самочувствия, и тогда по королю мечей нам говорят, может быть, есть смысл пройти обследование или просто на консультацию, как минимум, к врачу сходить. По королю мечей самое главное, мы что-то должны знать наверняка. Или о себе самом любимом, или по части финансов. Вот, да, мы можем обращаться за консультацией или что-то согласовывать в банках. Или это могут быть еще для кого-то вопросы, связанные с судами, там, или какие-то любые другие инстанции, или когда вы ожидаете, что закон вот-вот поменяется, может быть, да, или подзаконный акт выйдет. Тогда, если мы не профессионалы в какой-то сфере, нужно обратиться именно к тому профессионалу, который нам подскажет, поможет какое-то дело разрулить. Подходить к любому делу именно больше логикой, рационализмом и холодным рассудком, рассудительностью. Личная жизнь. У кого-то ситуация спорная по личной жизни. Может быть, кстати, вообще ведь нам сказали, что у вас сейчас достаточно
продуктивный период жизни. Почему нам и говорят, сохраняй, есть что сохранять. У кого-то из вас в личной жизни мог быть как спор, конфликт, когда не договорились, и правда, по рыцарю мечей идет такое значение бунтарь без причины. Пусть не в этой колоде, но это, как знаете, к примеру, вы могли столкнуться с человеком, который просто сплетник и наговорил каких-то гадостей. И вы начнете искать информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть то, что я услышал или услышала. У кого-то такое проиграется. И тогда точно нечего слушать. Нам говорят, все сохраняй. Примите к сведению, что люди далеко не всегда говорят правду, а иной раз, когда видят, допустим, довольное лицо своего, к примеру, даже соседа или сослуживца, не все испытывают радость, чаще что-то противоположное. И поэтому бывает желание добавить в эту большую бочку с медом хоть ложку дегтя, чтобы улыбку хотя бы сбить с лица человека. Все же у вас выпадает вот такой вариант или сочетание карт с учетом карты Луна. Нам говорят, больше слушай интуицию, доверяй самому себе, нежели людям. Люди могут в этот период времени либо обманывать, изворачиваться, либо умышленно, либо имея какой-то свой интерес, либо от зависти, либо как интерес вас к чему-то склонить, приобщить к какой-то работе или к делу, чтобы вы в чем-то проучаствовали. Такое тоже может быть. В любом случае, будьте рациональны, как вот этот король мечей. Он все подмечает, и его просто так на эмоции не проведешь. Ему, честно говоря, абсолютно все равно. Как и в плане лести, так и в плане зависти, так и в плане кто что сказал. Наверное, вот вам в таких энергиях в целом и плюс интеллект, мудрость, вам хорошие помощники. А за это время как будто высшие силы знают, что нужно делать. И уделить внимание самому себе. Отдохнуть, мои дорогие. Давайте мы с вами посмотрим, как карту совет. Посмотрите, какая солнечная карта. И нам говорят, ты практически на пороге уже как вот по аркану страшного суда. Ты словно прощаешься с прошлым. Его уже в твоей жизни, оно заканчивается, какая-то история заканчивается. Но, может быть, еще не на эту неделю, может быть, какой-то последний аккорд, штрих, что-то должно завершиться. Даже не столько вы должны завершить, а может быть, знаете, события, обстоятельства, они словно какой-то тоже, ну, временные в рамки или временной период должны пройти. Что-то должно в пространстве, может быть, оформиться, и у вас уже на пороге новые начинания. Паш Пентаклей, конечно, у кого-то это может проигрываться ситуация с детьми, причем достаточно взрослыми детьми, а у детей какие-то вопросы, связанные, может быть, с имуществом или деньгами вы будете решать, или обучением, ну, тоже где-то через деньги. Но чаще все же, как по пажу Пентакли, отчасти где-то и по рыцарю Пентаклей, это наша новая идея, или, как я называю, марафонский забег на долгий период времени, на долгую дистанцию. У вас выпадает шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Так вот, этот успех, как будто карта вам гарантирует в каких-то новых начинаниях. Это не обязательно что-то кардинально новое, но может быть с элементом новизны. Это может быть как на прежнем месте работы начать строить карьеру, или в вашем творчестве, бизнесе, хобби вы тоже какое-то новое направление будете пробовать, или каким образом и еще каким вариантом заработать деньги. Для кого-то из вас это может быть просто вопросы, связанные с доходом, и тоже мне нужно как будто что-то просчитать. Самое главное, мои дорогие, на этой неделе нет места риску. Вот проживите ее спокойно. И тут как будто для вас основа-то вот именно есть какой-то вопрос, который очень жизненно важен, и он сейчас, скорее всего, будет стоять на паузе. Сколько ты себя не тормоши, сколько ты словно не пытайся этот вопрос педалировать, чтобы быстрее что-то прояснилось, а нам карта говорит всему свое время. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, видимо, удерживать свою позицию – это тоже искусство. Ну и терпение где-то. Не без этого, потому что это ведь карты, а у каждого какая-то своя может быть ситуация. У кого-то не будет каких-то эмоциональных всплесков окружающих, а кто-то из вас с этим может столкнуться, и поэтому, может быть, нам и говорят, как и интуицию слушай, так и достаточно холодные карты. Посмотрите,
Удача ведь, но все выпадают где-то мечевые. Когда карты мечевые выпадают, это, знаете, холодный ум, рационализм, логика, интеллект, все, ничего другого. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.